Миллионер по имени Бредин Харрис никогда не позволял себе слабостей. После того, как его жена Эмили ушла, оставив ему младенца с диагнозом, который перечеркнул надежду на обычную жизнь, он полностью погрузился в работу. Каждый день, каждый год Бредин строил свое финансовое царство, вкладывая в него все – время, силы, эмоции. Любовь к сыну была реальна, но выражалась через заботу и материальное обеспечение, а не через близость. Между ними всегда оставалась невидимая преграда, словно стеклянная стена. Сын, Максвелл, рос в просторном доме в Чикаго, окруженный дорогими вещами, но лишенный человеческого тепла. Его дни проходили между медицинскими процедурами, занятиями с терапевтами и редкими посещениями отца. Единственным постоянным присутствием в доме была женщина в голубом платье с белым фартуком, уборщица по имени Селеста. Она появилась около года назад, скромная, мягкая, с терпением, которого хватало и для мальчика, и для его отца. Селеста не просто убирала, она замечала. Она чувствовала, где скучно, где одиноко, где нужно задержаться чуть дольше, чем положено. Однажды Бредин вернулся домой раньше обычного. В коридоре до него донесся звук музыки. В доме это случалось редко. Он вошел в гостиную и застыл. На фоне солнечного света Максвелл весело вращался в инвалидной коляске, смеясь от души. Рядом с ним двигалась Селеста, словно дирижер, подстраивая движение под ритм музыки. Их игра была легкой, свободной, почти волшебной. Бредин слушал смех сына и вдруг понял, что никогда прежде не слышал его таким настоящим. В этот момент что-то внутри мужчины треснуло, не больно, не резко, а как лед, который медленно начинает таять. Он понял, что стал свидетелем чего-то настоящего, живого и теплого. С этого дня жизнь Бредина начала меняться. Сначала это были тихие наблюдения и осторожные разговоры. Он стал проводить больше времени дома, интересоваться сыном, сначала робко, потом с нарастающим участием. Селеста умела слушать и понимать и Максвелла, и его самого. Она не навязывалась, не осуждала, просто была рядом. Со временем между ними возникла настоящая семья. Не по привычному сценарию и не по обязанности, а через простые моменты. Смех, танцы, музыку и внимание друг к другу. И когда однажды Бредин снова стоял в дверях гостиной, он уже не ощущал себя сторонним наблюдателем. Он был отцом и мужем. Он понял, что настоящее богатство не в офисах, цифрах и контрактах, а в солнечной гостиной с голубыми стенами, где звучала музыка и смех его сына. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.